Всем добрый день! Вы на канале Вязания от Ангелины Озимок. Подписываемся на каналы YouTube, Рутюб, Telegram и смотрим, что же у меня такое. А у меня это шапочка для новорожденного. Это цыпленок у нас. Цыпленок. Моя дочь родила внука и попросила связать меня на выписку вот такую шапочку. Шапочка занимает вязание минут 30. Я взяла и специально купила пряжу травка. Можно из любой желтой пряжи. И вот такой хохолочек еще связала. Вот. И вот такая шапочка у меня получилась. Можно приклеить глазки. Еще вот у меня их пока нет. Я думаю, поищу и приклею глазки. И шапочка будет готова. Вот такой простой мастер-класс по вязанию для новорожденных, для фотосессии. Шапочка цыпленок. У меня вот такие ниточки, травка, Византия, 150 метров, 100 грамм. То есть пряжа достаточно толстая, но так как мы вяжем декоративную шапочку, нет, не особо не имеет значения. У меня крючок номер 4, делаем кольцо, вот таким образом. И в кольцо провязываем 12 столбиков. 3 воздушные петли это подъем, 12 столбиков с одним накидом. То есть мы не чистим, плотно не вяжем, потому что вязать плотно очень сложно. 12 столбиков с одним накидом мы провязываем. Вот таким вот образом. И потом, как абсолютно любую шапочку, наша задача из 12 провязать 24, 36, 48, 60. То есть в каждом ряду нам нужно будет прибавлять по 12 столбиков. Вот. Немножечко так подтягиваем ниточку и очень не туго набираем 12 воздушных петель. Во втором ряду мы из 12 свяжем 24, увеличим в 2 раза. А потом будем прибавлять просто по 12 столбиков. Для того, чтобы связать макушку. Вот. Считать, конечно, неудобно. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 11, 12 наберем. Замыкаем в круг. В первые 3 воздушные петли набора. Все неудобно, я знаю, травка такое дело. Травка вязать вообще неудобно. Вот, нужно будет найти еще ниточку, затянуть в самое начало, чтобы дырочек не было. И провязываем 3 воздушные петли. В это же место вкалывания столбик с одним накидом. Набираем 24 столбика, конечно, все считаем. 1, 2. Вот 1, 2. То есть наша задача может даже понадобиться меньше рядов, так как я вяжу на новорожденного. По табличке, которую можно набрать в интернете, можно посмотреть, какой объем для затылочка нужно новорожденному. 11 сантиметров. Что такое 11 сантиметров? Это вот мы вяжем круг, берем рулетку и замеряем. Вот 11 сантиметров у нас должна быть макушка. Потом мы будем вязать ровно. То есть, может быть, даже всего 2-3 рядочка. Делать увеличение нам надо будет в зависимости от пряжи. Если у вас пряжа нормальная, то там больше рядочков. Если как у меня вот такая травка, то меньше рядочков. Вот. Провязываем по 2 столбика в каждый столбик. И в следующем ряду еще 12 прибавим и замерим. Провязала я второй рядочек, и теперь наша задача еще 12 прибавить. 3 воздушные петли, в это же место вкалывания второй столбик
Следующий столбик вяжем просто сам по себе. Еще его надо найти, конечно. Вот. А в следующий столбик опять 2. То есть вот таким образом мы увеличиваем. Один вяжем сам по себе, во втором делаем увеличение. И все. И вяжем. Вот. Если травку убирать, то можно увидеть столбики. 1, 2 столбика провязываем, потом 1. Я связала только третий ряд, получается, и вот уже макушка достаточно у меня получилось. Пускай даже 10, 11 уже будет, может быть, многовато. Вот. Теперь я больше ничего не прибавляю, а просто по столбикам, которые у нас есть, нужно провязать несколько рядочков. Вот так вот мы складываем 4 раза. И опять же по таблице детская шапочка 13 сантиметров. Вот у меня 10. Вот такой длины. Вяжем просто ровно, ничего не прибавляем, как есть. Несколько рядочков, посчитаю, сколько у меня получится. А вообще ориентироваться нужно по таблице, по сантиметрам. То есть сложили, замерили, и уже можно будет понимать, сколько еще вязать. Ровным, ничего не прибавляем, ровными рядочками. Если у вас пряжа потоньше, значит в каждом ряду набираем плюс 12. В среднем где-то 6 рядочков идет прибавление для средней пряжи, и потом просто ровное полотно. У меня, потому что пряжа толстая, получилось меньше прибавлений. Если вы возьмете точно такую же пряжу, как у меня, значит мы всего-навсего прибавляем в первом ряду 12, 24 и 36. И вяжем ровное полотно. Я провязала ровно 13 сантиметров. Это обязательно посмотреть в табличке. Табличку можно найти, если задать вопрос. Так, мы шапочку сложили. Шапочка для новорожденных 13 сантиметров идет в высоту. Больше вязать не надо. Теперь задача такова. Нужно провязать. Я вот определила, вот у меня ниточки. И вот по тем столбикам, которые у нас завершающие идут, нашла самую толстую красную пряжу. И задача связать хохолок. Это главное условие, чтобы у нас получился цыпленок. 1, 2, где-то в третий столбик мы с вами привязываем ниточку. И нам нужно по столбикам связать. Давайте сделаем одну воздушную петельку. Красные ниточки уберем внутрь, чтобы они нам не мешались. Вот. И будем вязать. Сложили шапку в 2 раза. Вот так вот. То есть вот по этому шву, по столбику мы будем вязать. 1 воздушная петля. Теперь столбик с 1 накидом. Столбик с 2 накидами. То есть я, конечно, интуитивно, но вот за столбик, который у нас есть, на котором был шов, провязываю 2 столбика с 2 накидами. Теперь столбик с 1 накидом, полустолбик и столбик без накида. Вот у меня такой получился хохолок. Идем дальше. Повторяем. Полустолбик, столбик с 1 накидом, столбик. Да, я согласна, неудобно вязать, но можно. Тем более, что это совсем чуть-чуть. Можно. Столбик с 2 накидами, повторяем. Столбик с 1 накидом, полустолбик,
И столбик без накида. Посмотрим, что у нас получилось. Думаю, симпатично все у нас получается. Вот такой хохолок, который внутри травки, прям здорово смотрится. И он по задумке, он очень нужный. Вот. Мы еще не довязали. Сколько гребешков тут уже решать вам. Столбик без накида мы остановились. Значит, теперь полустолбик. Столбик с одним накидом. Я интуитивно, конечно, набираю столбик, который у нас проходит как самый начальный 3 воздушные петельки, допустим. Я не говорю, что это 100%, но вот за сам столбик я его пытаюсь нащупать и провязать. Вот. 2 столбика, очередной столбик с накидом, полустолбик, столбик без накида, 3-й гребешок у нас. Вот. Я думаю, симпатично достаточно. И еще, наверное, на 1 хватит. Мне тут ниточек совсем чуть-чуть. Еще 1 гребешок. Можно до конца шапочки. Тут уже, смотрите сами. Полустолбик. Так. Сложно тут найти место. Но мы найдем. Столбик с одним накидом. Столбик с 2 накидами 2 раза. Схемы у меня нет, я просто придумала это в голове, как это должно выглядеть. Мне дочь прислала фотографию с китайского сайта готовых костюмов. Я думаю, что это примерно так. Вот. Самое главное, что все это ровно было. Вот оно. Вот, все здорово. 4. Ну, давайте 5 еще. Вот у меня тут ниточек немножечко. И получается, как бы на всю голову даже, да, хватило. Очень мало ниточек, я думаю. Ну, неважно. Столбик с накидом. Вернее, полустолбик, столбик с накидом. И вот таким образом шапочка для фотосессии. А сейчас это очень модно. Вы знаете, да, что наша молодежь увлекается. Это же обязательно нужно снять новорожденного. Не будем обсуждать. Осуждать. В нашей молодости этого не было. У них есть. Ну вот. Наша задача просто выполнить просьбу, в моем случае, моей дочери. Вот, все. Я провязала, и у меня получилось расстояние такое же, как в самом начале. Буквально в 3-й столбик я начинала вязать. Вот, в этой пушистой пряже спрятать ниточки вообще хорошо, легко. Все несложно. И в итоге что мы имеем? Вот смотрите. Такая шапочка, вот такие хохолочки. Вот так вот будет носиться она. Вот шапочка цыпленка с хохолком. Расход пряжи грамм 10, наверное, красной пряжи и грамм 20, пускай 30 желтой пряжи. Вот. Еще разочек давайте повторим, что я начинала вязание с 12 воздушных петель, вернее с 12 столбиков с одним накидом в кольцо. Кольцо замкнули. Во втором ряду 24 столбика провязала, потом 36. Для травки 36 уже достаточно, чтобы я больше не прибавляла. Если у вас пряжа тоньше, можно еще пару рядочков связать, прибавляя по 12 столбиков. И потом вязать ровно, опять же, судя по вашей пряже, я не могу сказать сколько, но у нас есть сантиметр, 13 сантиметров высота шапочки для новорожденного. И вот так вот такая вот идея получается. Достаточно симпатично. Пишите в комментариях. Может, кто-то у вас из друзей, из подруг попросил связать, а вы не знаете как. Я надеюсь, что мой видео мастер-класс вам пригодится. Меня попросила моя дочь, у нее 3-й ребенок. И они вот так решили. Потом сфотографирую и покажу фотографию.
Огромное спасибо, что вы досмотрели ролик до конца. Надеюсь, видео будет полезным, нужным, актуальным. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, Рутюб, YouTube, Telegram и смотрите мои видео, мастер-классы абсолютно бесплатно. Еще такое небольшое дополнение. Искала глазки, нашла бусинки. Мне кажется, удачно, что бусинки прям хорошо дополняют. Как вы считаете? Пишите в комментариях, как вам идея. Это просто дополнение. Можно и без глазиков, конечно же. Просто видео.